Здравствуйте, мои замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток, хорошего настроения. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада: перемены на пороге. Чего вам ожидать? Для начала я делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть дальше. Один вариант. Если узнаете свою подругу по сигнификации, то можете посоветовать ей посмотреть это видео. Может, оно будет ей полезно, интересно. Итак, ваша сигнификация. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Музычка. Харизматичная, яркая, талантливая. Девочка, которая энергетически наполнена, умеете себя преподнести, удерживать фокус внимания на себе. Так, какая вы? Почему-то показано ваше прошлое, хотят показать по этой карте динозаврик. Интересно. Так, что-то в прошлом какой-то, может быть, как эта карта — это окно в иной мир. Почему-то мне хотят показать, что вас сподвигло увлекаться эзотерикой, психологией, может быть, таро, расклады. Какая-то ситуация из прошлого. У многих тут карта жадина, карта нежность. Опять тут влюбленная пара изображена. Может быть, у кого-то отношения, да, запрос был на один формат отношений, допустим, с вашей стороны, да, или это было действительно с вашей стороны любовь, влюбленность. А у мужчины это, может быть, только зарождались эти какие-то чувства к вам. Вот такое какое-то трепетное, нежное. Но эти отношения, может быть, далеко не зашли. Или с его стороны чувства не успели набрать оборот. Он не успел, может быть, вот так вот влюбиться. В любом случае показано, как будто бы с его стороны, может быть, мало было проявлений. С его стороны, может быть, вот вы ощущали, как правда, как жадина какой-то. Вы, может, и старались, и вкладывались, ну, планировали, может быть, правда, как где-то намечтали даже себе. И отчасти, может быть, вот вы начали увлекаться эзотерикой для того, чтобы разобраться, почему этот мужчина, в конце концов, не дает мне того, чего я хочу, почему он не проявляется так, как бы мне хотелось. Да, как-то так. А вообще показано, почему-то выскочили у меня тут карты. Карта собака, мужчина-воин и разбитое сердце. Может быть, вы были с ним вначале формат друзья, да, друзья, знакомые, а потом по факту, как будто бы, может быть, вы, знаете, влюбились раньше него или больше прикладывали сил для того, чтобы эти отношения куда-то развивались, чтобы из этих отношений что-то выросло ценное, да, получилось что-то ценное. Ну, а мужчина скорее разрушал, и это разбило сердце вам, ему, может быть, тоже. Так, по карте хамелеон, это на вас. Вообще не показано, вы старались для этого мужчины. Тут вы очень хотели какой-то стабильности по карте якорь во всех проявлениях, да, то есть, может быть, семьи, деток у кого-то. У кого-то это, в принципе, хотели, чтобы мужчина проявлялся, вкладывался в отношения, простраивал их вот так вот как-то. У мужчины может быть семья, кстати, да, может, не свободен. А вообще мне показана карта больше на вас. Ну, если я читаю в сочетании хамелеон, и тут дальше ребенок, болезни и крысы. Знаете, где-то показано, что вы настолько готовы были ради этого мужчины и так, и такой быть, и такой, и для того, чтобы он выбрал вас, для того, чтобы он где-то заметил, насколько вы ценны, насколько вы можете стать для него незаменимой там какой-то, или универсальной. Ну, как-то мне так идет, что вы очень хотели быть с этим мужчиной.
как прикладывали действительно усилия. Но говорят, в этом ваша какая-то наивность, детскость по ребенку. Где-то вы как, ну, где-то видели, хотели принять желаемое за действительное, где-то как ребенок даже без оглядки смотрели. Вот если вот я так чувствую, значит, он априори точно так же чувствует. Вот в этом какая-то детскость. Это вам принесло именно ваше вот это отношение. Не то, какая вы. Вы замечательная, прекрасная. Тут я понимаю, вы как лакомый кусочек, и многие мужчины на вас внимание обращают. Но ваше именно отношение к этому мужчине где-то может быть заслуживание любви, где-то давали шансы, которые не нужно было давать. Это принесло вам очень болезненный опыт, урок какой-то. И карта крысы — это по поводу того, что вы вот искренне смотрели, да, и не видели то, что у вас за спиной творится. Карта крысы — это подлость, предательство, манипуляции. Ну, как-то так. Вот эту карту так подсветили мне. Это может быть, ну тут мужской, да, все-таки силуэт мужчина, молодой парень целует девушку. Поэтому я все это к этому привела, да, к общему знаменателю отношения с каким-то мужчиной. Но в принципе это как характеристика вас, как ребенка. То есть вы можете быть, ну, где-то, опять-таки, слишком доверчиво и слишком хорошо думать о людях. Ой, не люблю эти фразы, потому что ну, как-то звучит вообще противоестественно как-то. Ну, вот оно прям мне тут просится. О людях слишком хорошего мнения. Как-то так. Хотя карта хамелеон изначально, да, можно было прочитать, ну, вы там умеете приспосабливаться как-то. Но вы тут к чему? Вы старались, тут это в прошлом даже больше. Как будто вы старались приспособиться, может, кто к характеру мужскому, к его каким-то, может, взрывным проявлениям, да? Кто хотел, правда, как бы для него идеальной, вот и такой, и такой, и такой. А вам в ответ что? А вам в ответ тут мужчина вот сидит на своем, этот, как злате чахнет, как этот Кощей Бессмертный. У кого-то реально жадный мужчина, у кого-то, ну, это можно такой подтекст, не меркантильный, ну, как мало эмоций проявлял, давал заботы мало. Вам хотелось любви, а у мужчины вполне возможно был еще выбор. Даже если не свободен, не свободен, по влюбленным мог повлюбиться, то еще выбор из другая же женщина могла быть. Потенциальная или действующая, не знаю. Тут какая-то такую мне историю описывают. Так, давайте быстренько. Перемены на пороге. Чего ждать вам? Перемены на пороге, чего вам ждать? Перемены на пороге, чего вам ждать? Так, это на прямых. Перемены на пороге, чего вам ждать? Перемены на пороге, чего ожидать? Чего ожидать вам? Так, перемены на пороге, чего ожидать? Ух ты! Поздравляю! Таки будете сорить деньгами. Причем, может быть, покупки будут, кстати, предупреждение, девочки. Покупки по вот этой карте могут быть совершенно не те, которые, ну, непрактичные. Опять это идет какой-то такой вам нюанс. Может быть, правда, пропишите на бумаге, осознайте какие-то покупки, которые действительно вам необходимы. Вот для того, чтобы, если вы попадете, не знаю, в какой-то рай гаджетов, да, где-то вы придете там, пошли, допустим, за что-то мне в голове пылесосом, да, вот вам реально нужен пылесос, и хорошо вы там вспомнили, вам нужна еще микроволновка. Но, девочки, вам, допустим, не нужен 5-й фен, или уже, не знаю, может быть, там какой-то холодильник крутой увидите. Я понимаю, цены на холодильники кусаются. Но мне почему-то, вот я на этом примере хотела вам привести пример, да, тавтология, но аккуратно, потому что, может быть, у вас будет
какая-то сумма денег, и вы можете сделать какую-то покупку совершить, которая, ну, абсолютно не то, что нелогично, но это лишнее будет. Это пустая трата денег, если можно так сказать. Может, в моменте это вас и порадует, обрадует, но потом аккуратно. Это вплоть до того, что, девочки, ну вот вы пошли, там вам нужно купить, сейчас я скажу, идите за моющими, да, моющие какие-то средства. И тут вы видите, уже не знаю, в витрине магазина какие-то туфельки. Во-первых, не сезон, ну хорошо, там скидки будут, но они вам нафиг не нужны, девочки. Это после того, чтобы потратить все деньги на туфельки, а на моющие даже денег не хватит. Опять утрирую, но почему-то предупреждение вам. Аккуратно. Вот на пороге у вас траты какие-то. Угу. Так, чего ждать, что случится? Бог ты мой, из двух колод абсолютно разных вышли карты. Тут идеал и тут идол. Подтекст такой, знаете, сейчас. Так. Вы спасатель. Нет, это... Нет, о чем это? Это карта о том, что тут прям... Ой, извините. Так, я что-то сломала там, ну ладно. Так, мои хорошие, тут почему-то вам говорят. Первое. Вами могут манипулировать, обращаться к вам за поддержкой для того, чтобы вы кого-то спасли, помогли. Причем, говорят, люди идут с каким-то умыслом не очень хорошим. Такое, как будто бы люди вообще могут быть нечисты на руку. Люди, которые привыкли манипулировать, крысы за спиной что-то творить. То есть, говорят, вообще таким людям помогать не нужно. Карта гроб лишний раз вам говорят. И эти люди, когда у вас будет какая-то, не приведи Господи, проблема или потребность, там вам нужно, чтобы кто-то вам помог, эти люди вообще вам ничем не помогут. Могут отморозиться и все. Они могут, люди вот как будто бы могут сыграть на вашем чувстве долга, доброте, комплекс спасателя. Где-то могут говорить, рассказывать, какая вы замечательная, идеализация, да, ваша. На самом деле они могут говорить, люди так вот вас говорят, какая вы прекрасная, замечательная, не расслабляйтесь. На самом деле люди вас чуть ли не ненавидят. Не знаю, не хочу эту карту читать как ненависть, но эти люди к вам... Ну вот, они говорят, эти люди к вам найдут дорожку, будут пытаться протоптать дорожку. Для вас это очень болезненный опыт, не подпускайте. Прям тут так конкретно. И говорят, если вы поведетесь, ну, слово такое же организм, ну, правда, поведетесь и где-то захотите соответствовать даже, да, заслужить это вот хвалебное их слово, какое-то, допустим, соседка, да, пришла, вы знаете ей цену этой соседки, вы знаете, что она там 1000 раз тут может сплетни про вас какие-то распространять, и знаете, что лучше с ней вообще не связываться. Но вы можете послушать вот эти ее хвалебные оды, какие она там рассказывает, какие у вас замечательные, вкусные, я уже не знаю, вы выпекаете там сдобу какую-то, и что-то у вас тут под шумок она может попросить помощь. А помощь такая, типа, сходи мне в магазин, там, затарься, там, еще что-нибудь. А у нее дома дети лежат на диване и смотрят телевизор, да. Ну, извините, я пример такой привожу. Это просто так распространено. Вот как-то вам, я вам говорю, аккуратно. Карта солнца, сделка. Опять как будто бы могут... Так, о чем это? Это вы как солнце. Ну вот, род, еще раз род. О, земля. О чем это? Урожай.
Уж даже не знаю, девочки, ну давайте я озвучу, как оно мне читается. Еще тут какая-то, как вот, что ждать, что на пороге. У кого-то тут, может, из вас пойдет прям как сделка с собственной совестью. У кого-то сделка, ну сделка как с дьяволом, это дьявольская сделка. Но тут как будто бы смысл этого всего, девочки, я даже не могу до конца понять. Тут почему-то род ваш род, семья. И тут карта дерева, это как семья. Странная информация такая какая-то. Как будто бы материалка, денежная сфера какая-то. Вплоть до того, что это вы на какое-то наказание. Удача. Удача перевернута. Девочки, опять-таки, как будто бы вам могут предлагать какие-то условия. Может быть, это заработок, может, это как открытие дорог, открытие чего-то нового. Вам могут предлагать вот как ключик какой-то для того, чтобы улучшить свое материальное положение. И это каким-то образом, ну, по логике, должно отразиться на вашей семье. То есть, типа, вы должны какой-то урожай замечательный собрать. Но тут показано, что это иллюзии какие-то. Это карта смерть, ничего хорошего ну, за этим не придет. Наоборот, у вас могут, как вот карта подчинения, какие-то обязательства, опять какие-то, может быть, как... ну, это как, знаете, вот юридические бумаги мелким шрифтом, там какой-то нюанс, а вы его не прочитали, и вот вам потом вылазит боком. Это как новости какие-то по поводу того, что подчинение. Что у вас, допустим, вы подписали, не глядя, какой-то контракт, да, и по этому контракту вы еще должны там выплачивать будете какое-то определенное количество лет, да, не приведи Господи. У кого-то, кстати, вот эти траты, может быть, даже вы и не думали приобретать что-то, а пойдете и купите, как в кредит приобретете, да, и потом будете выплачивать, может быть, даже те же годы какие-то. И типа оно же для семьи, да, что-то. Но говорят, потом карта самобичевания. Вы потом будете себя накручивать и говорить: боже мой, куда я смотрела, зачем я в это влезла. Если это даже не какой-то товар, это может быть предложат вам какой-то, ну, контракт, не контракт, может быть место работы, может быть какая-то новая сфера деятельности. Тут настолько красиво вам кто-то будет тут рассказывать и ключик этот к вам подбирать, и вы будете считать: о, классно, хорошая возможность. На самом деле вам говорят, это для вас как наказание. Нужно 1000 раз вот этих людей обходить, потому что по святой воде нужно как будто бы ушат воды на этих людей еще вылить, для того, чтобы вы увидели картинку не иллюзорная, такой, какой она есть. Ну а вам будут представлять, что это удача, нужно соглашаться. Ой, элементарно там даже если это, допустим, покупка, да, недвижимости, да, даже вам будут говорить: соглашайся, район хороший, там месторасположение, инфраструктура, там что-нибудь еще. В общем, так распишут, к вам ключики подберут, и вроде бы и, может быть, какие-то там небольшие проценты там выплачивать. А потом, это же вроде как род, семья, там, может быть, и деткам рядом в школу. Пример по такой привожу. А потом вы как начнете там жить, как приобретете эту недвижимость, столкнетесь с какими-то такими подводными камнями, что подумайте: боже мой, зачем я поспешила? Кто меня надоумил? Кто меня оттолкал, как вот в спину? По факту, как будете связаны какими-то, ну, какие-то ограничения, тут подчинение, тут цепи вокруг шеи, как будто бы чуть ли не сами вы сознательно вот сделаете шаг. А потом вот эти новости перейдут по карте письмо, какие-то сообщения, и вы увидите картинку уже совершенно в другом свете. Ну, это просто сейчас вам почему-то такой даже между строк. Если какая-то очень вроде бы лакомая, если можно сказать, такая перед вами, как это, возможность, шанс какой-то такой,
ну уж слишком какой-то лакомый, и вы смотрите, вроде бы, да, здорово, по идее все должно выгореть там, и моей семье будет лучше. Тут почему-то такой подтекст, что могут манипулировать тем, что у тебя же семья, и родным твоим, и одним, и вторым будет там хорошо, комфортно. Говорят, лучше 1000 раз все взвесь. Эти люди абсолютно не хотят тебе добра. Ой, вот так вот как-то, девочки, сегодня так мне вышло. Ну, вообще сегодня вот, в принципе, вас показывают. Так, это может быть женщина какая-то. Так, это ваша карта же. Вот, о чем там мужчина, князь, душевные муки, дорога. Это я сказала, тут траты какие-то ваши, я вас считала. А вообще у кого-то даже пройдет, знаете, как компенсация какая-то. Сейчас объясню, чем мотивировано вот это мое заключение. У кого-то в голове тут принц, принцесса, тут князь. Может быть, у кого-то вы вспомните мужчину, который вас интересует, да, может быть, там прочувствуйте опять там какая-то боль накатит, и вы сами себе захотите сказать, или скажете, если он выбрал там другую, или вы узнаете какую-то такую информацию, то, может быть, вы сами себя захотите то ли побаловать чем-то, какая-то, я же говорю, покупка, трата, она вообще как будто бы нелогичная какая-то. Это, ну, по большому счету, оно ненужное вам. А тут просто, я говорю, как будто бы где-то даже доказать, я могу себе это позволить. Там, если мужчина, может быть, материалка, у него все в порядке, и вы там понимаете, там, что он там свою какую-то там барышню балует, то вы можете тут даже на зло какие-то деньги получить и сами сказать, а я сама себе это куплю. И пофиг мне, да, а потом просыпаетесь на следующее утро и думаете, боже мой, зачем я купила 10-е красное платье и черное с гипюром, с каким-то, с кружевами, и зачем мне 20-е эти чулки, а на улице так холодно, лучше бы все сапоги купила зимние. Ну, вы понимаете, да. Я вас предупредила. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.